Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Сиваченко, и это канал «Знания для жизни». Сегодня мы с вами поговорим о том, какое австрийское образование. И сегодня у нас в гостях Алиса Рожиченко. Здравствуйте, Алиса! Здравствуйте всем! Я хочу еще напомнить, что Алиса является экспертом в области экономики, а также государственного права. А еще Алиса обучается, заканчивает аспирантуру, магистратуру. Что ты Магистратуру. Магистратуру в Австрии. Расскажи, пожалуйста, почему именно Австрия? Ну, во-первых, любое европейское образование, диплом европейского образования котируется в любой стране Европы, также в США. И плюс к этому обучение в Австрии стоит не так дорого, например, в сравнении с другими странами, например, как Франция или Германия где-то. Стоимость австрийского обучения, один семестр приблизительно 750 евро составляет. И это немножко дороже, чем, например, любой белорусский вуз требует. За семестр, например, БГУ белорусская за один семестр стоит 690 евро. То есть разница совсем маленькая в оплате обучения. Ну и плюс Австрия, естественно, такая страна для жизни. Вена уже на протяжении 11 лет признается самым лучшим и комфортным городом для жизни во всей Европе. Поэтому мы, в принципе, хотели переехать в Австрию. И это тоже было, скажем так, одной из причин, почему именно австрийский вуз. Скажи, пожалуйста, а вот по поводу, как вообще в Австрии, красиво там, как по погодным условиям, чисто ли там в сравнении с Беларусью? Чем привлечь белорусских студентов, точнее белорусских абитуриентов, чтобы они учились в Австрии? Ну, на самом деле тут можно бесконечно рассказывать преимущества жизни в Австрии. Естественно, города все чистые, они абсолютно все благоустроенные. Вузы, обучение в вузах в австрийских, оно, в принципе, кардинально отличается от белорусского образования, потому что я уже закончила 2 образования в Беларуси, мне есть с чем сравнить, и магистратуру, и бакалавра, поэтому могу сразу сказать, что, например, одной из такой важнейших причин, почему стоит ехать вообще учиться либо в Австрию, либо в другую европейскую страну, потому что обучение в европейском вузе – это обучение критическому мышлению. И здесь вас не будут зубрить книжки, которые были опубликованы еще в Советском Союзе, непонятно кем и непонятно на базе каких знаний. Здесь вас будут учить мыслить и трезво оценивать собственным умом ту информацию, которую вам преподносит преподаватель. Плюс преподаватели, которые преподают в университете, многие из них являются преподавателями с мировым именем, пишут бестселлеры научные, постоянно приглашают студентов на различные тематические конференции, которые не входят в плановое обучение при вузе. Они просто работают параллельно где-то профессора и приглашают на тематические конференции студентов. И для студентов все эти конференции абсолютно бесплатно. В принципе, даже не только эти конференции, для любого студента австрийского, например, у вас есть огромные скидки на посещение музеев, потому что вы студент, у вас есть скидки на оплату страховки, у вас есть скидки на оплату света, например, если вы переезжаете в квартиру, у вас есть полгода права не платить за свет, потому что вы студент. 50% скидка на медицинскую страховку, потом скидки на автомобильные страховки. То есть у вас везде скидки из-за того, что вы студент. Кроме того, в австрийском вузе обучаться очень легко. Вся абсолютная информация, все ваши документы, они все оцифрованы. Вам не нужно посещать какие-то огромные библиотеки в поисках литературы, вы все можете найти в электронном виде. Вы можете найти в электронном виде у себя в аккаунте на университете, на сайте университета все необходимые документы, тут же их распечатать, вам не нужно нигде стоять в очереди или ожидать, пока придет ректор или декан вашего факультета, чтобы подписать ту или иную бумажку. У вас все уже сразу есть в вашем аккаунте, вы можете это все распечатать в любое удобное для вас время в самом университете, все это бесплатно, опять же, и использовать эти документы для своих нужд. Кроме этого, я уже говорила, что оплата не такая высокая за университет, и кроме этой оплаты вы можете еще и получить ее назад, эту оплату.
Обучение в университете как бы построено таким образом, что ваша задача не получить какую-то высокую оценку по предметам. Ваша задача набрать определенное количество пунктов. То есть за каждый предмет, когда вы сдаете экзамен, вам ставят оценку, но если она положительная, неважно какая она, если она в любом случае положительная, вы получаете определенное количество пунктов. И вот если вы, например, зарегистрировались в семестр там, на 3 семинара, 2 лекции там, и еще какие-нибудь упражнения, да, которые прилагаются к лекциям, вы можете, например, набрать приблизительно там 30-35 пунктов, даже чуть больше. И вот если вы сдадите все эти экзамены в семестре и наберете хотя бы 30 пунктов, вам автоматически возвращают деньги, которые вы заплатили за семестр. Всю сумму? Кроме этого, всю сумму полностью, да, всю сумму вам автоматически возвращают ее на счет. И кроме этого, у вас есть еще возможность получить различные гранты, которые выдаются как отдельно на исследования на какие-то. Также гранты выдаются на покрытие полностью всех расходов на все обучение. То есть не только на оплату учебы, но и на, например, оплату проживания, оплату страховки, оплату еды и так далее. То есть все ваши расходы возьмет на себя, например, какая-то частная организация, которая выдает гранты по тем или иным темам исследований. Вот. То есть можно учиться, по сути, бесплатно, еще и получить грант на какие-то исследования. То есть если студент очень хорошо замотивирован, то есть он может обучаться абсолютно бесплатно, получать знания и также заниматься какой-то научной деятельностью. Слушай, это здорово. Да, абсолютно верно. Но многие студенты думают о том, что невозможно поступить в иностранный вуз, так как они не знают языка. Что делать в этом случае? Насколько надо, чтобы был хороший уровень немецкого языка в австрийских вузах? Ну, это абсолютно неправда. Поступить можно вообще при желании с нулевым знанием языка. Я, допустим, поступала в вуз, я не знала ни слова на немецком языке, я его никогда не изучала. Правда, уже спустя это время, когда я поступала, правила немножко ужесточили, но они не такие строгие все равно. То есть на сегодняшний день все вузы Австрии предлагают обучение как на английском, так и на немецком языках. То есть обычно любая программа дублируется на немецком и на английском языке. То есть вы можете выбрать для себя, на какую программу вам поступать. Кроме того, если вы хотите, например, поступать на немецкоязычную программу, на сегодняшний день вам необходим сертификат знания языка только на уровень А2. То есть это «Здрасте, меня зовут так-то, мне столько лет». Ну, какой-то элементарный разговорный язык, который вам поможет просто пойти в дальнейшем изучать дальше немецкий язык. То есть если у вас есть такой сертификат, вас примут обязательно на учебу, но при этом направят вас перед тем, как вы приступите к изучению своей программы в университете, вас направят в подготовительный университет, который как-то так преподготовки он называется здесь, да, университет преподготовки, где вы будете изучать в течение 1 или 2 или 4 семестров, сколько вам понадобится, язык до тех пор, пока вы не сдадите экзамен на уровень C1. Обучение языку тоже платно, но, опять же, тут существуют стипендии различные, гранты. Вот, например, я первый семестр, когда приехала с нулевым языком, я за первый семестр сдала язык на уровень не А2, а сразу на Б1 сдала. И за счет этого мне предоставили следующий семестр возможность изучать язык бесплатно. То есть это тоже своеобразная стипендия, да? Если ты учишься хорошо, то тебя обязательно заметят и дадут тебе возможность обучаться уже дешевле, либо вообще бесплатно. Как здорово, получается, есть специальность или специализация и еще углубленное изучение языков. То есть на выходе специалист широкого профиля, да, который знает много языков, я думаю, что в дальнейшем будет намного проще устроиться на работу. Как с трудоустройством обстоят дела в Австрии? Или стоит вернуться сразу в Беларусь? Ну, я не могу сказать, конечно, все зависит от специальности, которую человек выберет. Но на самом деле очень много студентов, которые остаются здесь, и более того, любой студент в Австрии имеет право работать 20 часов в неделю. И вот за счет этого, тут, в принципе, почти все студенты работают. Здесь любой работодатель знает, что он обязан предоставить график работы для любого работника, неважно, ты студент или нет, график работы, который будет устраивать тебя. И
учеба в университете построена таким же образом. То есть ты изучаешь то, что ты хочешь, с тем преподавателем, с каким ты хочешь, и именно тогда, когда тебе это удобно. То есть ты составляешь себе расписание в соответствии со своими возможностями, со своим временем. Ты все это делаешь самостоятельно для себя. Не кто-то там тебе назначает 8 пар в день, а ты делаешь так, как тебе это удобно. Соответственно, у всех студентов есть возможность найти нормальную работу, там, с 20 часов в неделю, это, грубо говоря, полставки, да, по белорусским меркам. Вот за такую работу можно получить спокойно 1500 евро или 1800 евро в среднем зарплату, и этих денег абсолютно хватает на жизнь, снимать комнату или какую-то однокомнатную квартиру, если это один студент, и хватает денег себе на жизнь. Кроме того, здесь в Австрии есть очень много программ, например, банки такие программы предлагают, когда студент учится на бакалавре, например, на 3-м курсе на банковском деле, и его берут в качестве практиканта, при этом эта практика оплачивается, то есть студент работает до окончания вуза в качестве практиканта, получает зарплату, опять же, там 1500 или 1800, но с последующей гарантией, что его трудоустроят на полный контракт. То есть уже с зарплатой там порядка от 3,5 и выше, да, тысяч евро в месяц зарплата. Таких программ тоже очень много, и при этом предприниматели в Австрии имеют большие скидки налоговые, если они берут на практику студентов из австрийских вузов. А чем занимаются студенты в свободное время? Что есть на территории кампуса? Может быть, бассейны, спортзалы, стадионы? Расскажи чуть-чуть поподробнее. Ну, вообще есть, в принципе, все для студентов, для их комфортной жизни, для их развлечений, учебы. В кампусах обычно, ну, кампусы очень благоустроены, комнаты все свеженькие, новые. На территории каждого кампуса есть зеленая зона для отдыха. Это может быть зеленая зона во дворе сделана, либо на крыше здания. Есть бассейны, есть сауны в самих кампусах, есть тренажерные залы. Кроме этого, опять, как я уже говорила, студенты имеют огромные скидки, и университет предлагает огромный спектр услуг спортивных, там, танцы, какие-то дополнительные курсы, и все это вы получаете очень дешево. То есть, например, карта на полгода для посещения там, танцев каких-нибудь, да, будет стоить для меня 50 евро за полгода, как студентки. Например, занятие большим теннисом для меня как студентки будет стоить там 10 евро вместо 30 евро за одно занятие с тренером, потому что я студентка. И все это предоставляется на базе университета. Эти занятия проходят не именно в самом вузе, да, и там вуз не ищет преподавателей. Просто вузы сотрудничают с другими организациями, которые предоставляют эти услуги. Слушай, как здорово. То есть получается так, что учиться практически одинаково по стоимости как в Беларуси, так и в Австрии, однако образование котируется практически во всем мире и даже в Соединенных Штатах Америки. Кампусы оснащены всем чем угодно, можно заниматься и спортом, и учиться, и плавать, и бегать. Слушай, так это на самом деле очень здорово. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы по тому, как поступить в австрийские университеты, пишите нам, и я думаю, что мы с Алисой обязательно запишем видео, где она подробно расскажет, как можно без проблем найти себе вуз и поступить туда. Запишем, Алиса? Да. Да, обязательно. Я с удовольствием помогу нашим белорусам получить лучшее образование, потому что чем более образована будет наша молодежь, тем больше шансов изменить жизнь нашей страны к лучшему. Поэтому, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. Спасибо, Алиса, что пришла.